Иди на свое место. Что случилось, брат? С отеля вышли, брат, черные там напали на нас. Шея. А мы отсюда на третий, да, улетим? Вот так вот бегать. Ну, прям по башке дал, да? Ну слушай, UFC не будет ревновать? А я когда летел себе, думал, нормальная здесь высота. Самолет надо купить, самолет. Сейчас откроет, сейчас откроет. Excuse me, housekeeping. For I can make some nice and right. Вот же он. Вот же он. Как ты слышишь? Я ж тебе говорил, пойдем со мной, сейчас мы правильно полетели. Олег, а как ты мне кажется, специально это все сделал, брат? Вот что мы улетели, такой, братья, сейчас я сейчас приду. Надо было, чтобы ты с нами хотя бы полетел, правильно прилетел. С нами? Ты же меня просил остаться. Адам, куда ты? Зачем? Мне тебе еще билеты покупать. 3 месяца сразу вот это. Ты не ты говорил? Я говорю. Мне еще в комментариях писали, вот ты друг его, типа, вот ты друг, вот так мне писали. Да стой, ты друг взял, кинул меня, не пошел со мной. Брат, ну... 8, джет был на 13 человек, нас было 4. Это вообще, я вообще в шоке, если честно. Но на самом деле, вот то, что я тебе говорил, нам нужен контент. Как круто все получилось. Просто ни за что нас выгнали, брат. Я вообще не понял. Вообще ни за что. Да я же не виноват, брат. Это Пучо вообще телефон поднял. Да я знаю, ты просто сидел. Вот она увидела, что ты уже с Симики как-то за компанию. Не, я захожу. Да. Там 3 ряда свободных. Я подхожу к ней и говорю, а можно вот здесь сесть, здесь свободно? Она говорит, какое твое место? Я говорю, 29А. Тогда иди на свое место. Я говорю, что вы так грубо, говорю, я просто хотел спросить, здесь свободные? Да. Нет, все сидят на своих местах. Все, я пошел, сел не на свое место, потому что там все свободно было. Угу. И все, уже должен взлетать самолет, подходят, говорят моему другу, что у вас стол открыт, закройте стол. И он говорит, зачем вы кричите, спокойно скажите, стол закрыл. Этот стол закрыл, и Пучо на телефон. И все, и получается, я, мой друг и Пучо, все 3 мы закосячили. Она не подошла и сказала, можете сесть на свое место. Я не сидел в бизнес-классе, я не сидел на аварийном выходе, который стоит дороже. Просто свободно, эконом-классе сидел. Если бы сказали, пересядь на свое место, я пересел бы. Вот я и говорю, неудачная у тебя попытка с народом полететь, Арман. Я же тебе говорил, брат, полетели джетом. Ты говоришь, далеко, это же я дорого. Просто 45 тысяч, брат, ушло в воду. Мне еще писали, типа, брат, зачем ты ему говоришь? Давай попытаемся с народом, давай вот тебе, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста. Ну сколько зато шуток было, ты видел, сколько там, типа? Переплатил. Очень, я так смеялся с этих вот всяких мемов, где там, где ты с короной сзади сидел, и мне понравилось, что ты в короне был, типа. Но вот они сами поняли, брат, что лучше не с нами. Вот, Арман, давай уже. Если бы мы, допустим, закосячили бы, тогда другой разговор. Но мы ничего не сделали, брат. Просто повезло, что у всех еще было настроение, согласись. Хорошее было, да. Настроение было. Так, прецедент вообще на ровном месте. А вообще мы ошибку. Надо было сесть, сказать, я не выйду. За что? Вот, я про это говорю. Если хочешь пересесть, я пересяду. Ты хочешь стол закрыть, я закрою. Ты хочешь выключить телефон, я выключу телефон. Предупредите. Ну, мы свой как бы показали воспитание, согласились и вышли. Мы когда вышли, самолет уже отъезжает, и люди начали подходить, начали фотографироваться со мной, на видео снимать, и они поняли, что, короче, что-то здесь кто-то известный. Они говорят, мы извиняемся, наша команда сделала ошибку, давайте вас пересядем на другой самолет, бизнес-класс, то, все. Я говорю, вот самолет, говорю, вот отъезжает, остановите его. А там метров 20 только от Рафа. Давайте дальше. Не, говорит, мы не можем, типа, это. Я говорю, как не можете, мне лететь надо. Он говорит, летите в Атланту, в Атланте стоп, и стопа в Филадельфии. Я говорю, нет, говорю, вариантов нет. Говорю, каруселька это. Да там лететь, братан, там 12 часов надо было. Вообще мы сидели с Элвисом, мы такие, он специально это сделал, как будто. Братья, я такой с вами, и так в последний момент, что случилось? И на свой джет пересел рядом, который стоял просто вот припаркованный. Знаешь, что было бы идеально? Если бы я сидел и сказал, я никуда не пойду, хочешь на мое место пойду, не хочешь, я не выйду с самолета. Вот тогда надо было бунт создать. Тогда было бы еще интереснее. Да, менты пришли бы, и, короче, каша там. Да, но мне все равно писали, это невозможно, что он ничего не сделал. Может, он толкнул, как бы, Да кого толкнул, даже писка не было. Я потом посмотрел рейтинг American Airlines из 5 1,9, брат. Да. Ну, чтобы ты понимал. Вот. И они, кстати, сегодня видел ты заявление их?
А они что, они говорят, ты встал, говорит, во время этого. Вообще бред. Ты встал, Вообще, типа, когда как так самолет можно? едет, Вы ты встал, серьезная что мне организация, блин, вы как можете просто вот лишь бы сказать? делать? Знаешь, что надо сейчас, брат? Сейчас надо придумать, как мы заработаем $45 тысяч. Только лид, дай лид. Вот я к тебе как не зайду, ты всегда на какой-то энергии. Брат, нужно, смотри. С утра встал, Да. кофе дал, Да. дабл экспресс. Сверху. Догнался, получается. Догнался. И все, и пошел тренироваться. Блин, неплохо, неплохо. Какой-то заряд энергии все получаешь от этого? Вообще ты погулял здесь? Что-нибудь есть интересное? Слушай, тут оказывается самое известное блюдо чизстейк. Ты, наверное, слышал, да? Да. Это батон, мясо стейка и сверху сыр. И заведение называется Анджело. Ты уже ел? Нет, Анджело это самый вкусный чизстейк именно в этом заведении. Повар, чтобы ты понимал, каждую неделю Брэдли Купер к себе домой забирает. Ничего себе. Да еще крутой дроп получился у тебя, мерча. Как будто бы Да. сегодня. Arman Airlines, да? Вовремя, да? Что за бренд? Азатмар. Всегда на тебе вижу. Какой-то перевод есть этому? Азатмар? Да. Свободный человек. Неплохо. И Да. что, сегодня какой план по организации РАФ? Ты уже отфоткался. Face-to-face будет сегодня? Да. Что сделать? Кашу. Кашу Ну, заварить? то, что ты сказал, ну, face-to-face я не знаю зачем, но вот во время боя то, что ты сказал, вот это Да, надо будет точно по-любому. сделать. Да. А если этот... Ну ладно, не будем говорить, что мы собираемся делать. Но это же выходит после. А, это после выходит? Ну, не после турнира, а выйдет, допустим, это до боя твоего. Вот именно вот наш разговор сейчас. Сломаем шею. Блин. Очень позитивно настроен Арман. Надо погладить срочно. Все, и мы можем наезжать. Какой Арман? Блин, вот ты красавчик. Ты сам гладишь, получается. Не, я вот его привел, чтобы... Просто. Это он, Какой он- простой, он на нас- самом деле, друзья. Хамзат Хамзат что, не звонил, ночью. кстати? Ночью звонил. Что случилось, брат? Объяснил ему ситуацию? Он говорит, что там, что вы кипиш наводите без меня? Да. Ему же еще не нравится, когда кипишь, наверное. Без Что его рядом нет. Да, Арман, за как это. ты вообще? Какой вот, смотрите. А что ты еще? Ты умеешь там, типа, там что-то Готовить? закрутить, там, сантехнику умеешь? Не, это я вообще плохо. Да? Вообще не люблю. Я просто меняю локацию, если что-то там сломалось, брат. Я не стараюсь что-то починить. Либо сразу новое покупаю. Просто легендочка. Просто зачем мне это надо? Оставляй, иди дальше. Я так с мопедом делаю. Мопед сломался. Мотором что-то там. Говорит, надо чинить 3 недели. Прикинь. Я говорю, ну чините. Через 3 недели набрали, говорит, забери мопед. Я говорю, у меня уже новый. У тебя первый транспорт для передвижения какой был? Мопед. Мопед, да? Двигался на мопеде. Honda Сколько Dio. лет тебе было? 12. Honda Dio. 50 кубов. Я его протюнил. 80 кубов был. На дыбах ездил. 12 лет? Это вообще легально 12 лет? Нет, нелегально. Но ты ездил. Да. Это тебя описывает. Тебя это, ну, тебе характерно это, брат. Один раз надо не было, надо. Ну скажи, ну что, блин, все рассказал, 12 лет на мопеде, 80 прошил. Короче, на мопеде каска, все, еду, у меня же... Каски точно не было. Каска есть. Короче, так еду, а когда полиция... меня первый раз в жизни полиция когда остановила, а я без этого. Я вот так еду, и он меня останавливает, понял? И я не останавливаюсь, он, знаешь, так подбегает и в каску этой штукой по башке бьет. Брат, я опять испугаю, еще сильнее этот газ, говорю. Просто, говорю, хорошая каска. Ужас, прикинь. То есть он, получается... А мопедисты же не останавливаются, мотоциклисты, когда их останавливают в России. Ну, мало очень. Но это плохо, надо Да, останавливаться. останавливаться надо. И мне 12 лет, я испугал, вот так еду, и вот так. Он сдалека останавливается, я испугался, понял, прав нет, ничего нету, я на трассу выехал, я по деревне ездил, Да. и там нужен был магазин проехать Да, через да, трассу. да, И да. он в этот момент меня останавливает. И я от испуга еще сильнее газ, он видит, что я уезжаю, и он вот так подбегает, и Он мне кинул тебе прям? и кинул прям по башке дал, понял? Прикинь. И ты еще больше газ дал. В деревню опять заехал. Но это плохо, да, Арман? Очень Это плохо. плохо. Это плохо. Нельзя без прав ездить. Конечно. Тем более 12 лет. Надеюсь, ты это не выставишь в влог. Почему? Да провалишь опыт. Ну это хотя было. Подожди, брат. Ну, мы, во-первых, раскаялись, объяснили, что Так это они же плохо. вырежут, сделают нарезку и все. Не вы... Вот ты это хорошо, что озвучил. Не делайте нарезки, пожалуйста. Реакцию имеешь?
брат, тебе очень тяжело, видишь? Не, это не из-за меня точно. I'm in red for it. I'm in red for it. Been on top. No, I keep the peace, they get violent. No, I keep the bad one to stop. I'm on red run. I'm in red for it. Арена, где будет проходить схватка. Арман, нравится? Ну, большая, нет? Ни о чем? А соберется? Да, полный ждал. Ничего себе. Брат, имя решает. Не, я говорю, вот эта новая дисциплина, которая открывается в Америке. Интересно. Компания стоит 110 миллионов долларов. Уже, да? До меня она стоила 15, я 3 схватки сделал, она стоит 110. Представляешь? Отчисления будут у тебя от компании процент какие-то? Надо договориться, потому что если с тобой компания поднимается, На этих выходных такую движуху сделал, то, что мы запланировали. что мы с тобой запланировали. Отлично. Либо мы уедем в тюрьму. Но это тоже контент, Арман. Оранжевый костюм. С этим будешь, с Мадуро, с Педиди. О, вот борцы тоже есть. Да, пожалуйста, смотрите. Ничего себе! Тодд Баулс. Я не знаю, кто это. You know I've been on the road, 10 toes on the landscape, no more scraping at the ball. Young nigga keep his hands clean, gotta love the gutter for the fall. Ain't you proud of me, baby? All out to me, baby. Armand and Uriah in the card, and you know, it's just been this card together was awesome. And Lotto on the card. You're a folk style guy. How do you contrast that matchup, the styles? Hello, everybody. Thank you for the opportunity to wrestle here. Wrestling is not MMA. You don't get hurt, and you can compete every weekend. We compete, beat everybody, make money. So it's easy money for me, Да, у меня вопрос вот к боссу Раф. Хотелось бы узнать, вот Арман, главный хедлайнер ваш. Благодаря Арману сейчас в России, в СНГ многие знают о Рафе и везде слушают, читают. Нету желания зайти на российский рынок, провести в Москве, допустим, турнир, и ожидаются какие-то громкие имена из России. Возможно, кто-то будет у вас скоро? So Izzy and I always, when we started this, was to go international. Yeah, we plan on going to Russia. I mean, Izzy and I had a fun battle with the PWL, and I think we were kicking their ass. So I think there's a shot we'll go out there, and as well internationally, we're signing. You guys see Russian athletes on our card all the time, so a lot of plans. Bam, bam, she wanna flick for the gram. Todas esas putas saben who I am, so she wanna. This is I'm champion, I'm king. Soon as I bust, I'ma roll up. Collins, I better pull up. Papi te paga los bills, lo más que quiero es el culo. Prefiere el sexo conmigo. Right there. Вот и все, друзья. Закончилась пресс-конференция. Сейчас подойдем к Кайлу Снейдеру и пообщаемся немного, спросим интересные вопросы. Кайл, расскажи, ты вот боролся с Таджудиновым, и ты его выиграл. Расскажи, с чем вот связан именно спад сейчас Ахмеда? Winning in 2023, winning in 2024, it's a difficult thing to continue to win. I still think he's one of the best wrestlers in the world, and on any given day, he could be the top guy in the weight class. So it's also very difficult, I think, to travel to the United States on such short notice, wrestle. I've done that many times, and it definitely impacts you. Готов ли он принять Садулаева в дебютной схватке в рафе? Well, first, Razan Bek, he's a great competitor, so I got to be ready for him, but I know they're working on Rashid's passport, visa, and then I think maybe we'll get a couple matches with other people, build the story, and then eventually compete against each other. Как ему борьба Чимаева? Интересно было бы его увидеть в раф. I think it would be interesting. I mean, everybody is interested in Hamzat. He's like a big-time celebrity, so I've seen him wrestle and I've seen him train with Sajulayev, and I know that he's a pretty good wrestler, so I'd like to compete against him if he'd like to. UFC недавно подписал чемпиона Гейбла Стивенсона. Что он про него думает? Они вместе были в сборной. Какой потенциал
потенциал у него? I think he's got a high potential. I mean, heavyweight, you know, so many of the fights end in knockouts, and I think Gable has the power to knock people out, but he's also got the skill to wear people out, take them to the ground, tire them, because if you can do that at heavyweight, I think you're just a tough matchup for people, so I think he's going to be very successful. Есть ли у него какие-то воспоминания с Бувайсом зайти? Many. When I was a kid, growing up, my two favorite international wrestlers were Abdulasim Gadisov and Buvasar Satiev. I mean, Satiev's technique, his dominance, how many championships he won, one of the greatest wrestlers of all time. So as a kid growing up, when I was 10, 11, 12 years old, I would watch him wrestle, watch him train, and he inspired me. Россия очень тепло относится к нему и болеет за Кайла. Может он что-то сказать, пару слов для болельщиков? I love Russia. I hope to be back soon. I want to compete in Russia soon and just visit again. I want to go back to Dagestan, Makhachkala, Hasavurt. I want to go to Chechnya. I've never been to Chechnya, so I'd like to visit there, Ossetia. You know, I love the country, Russia, and so great people. They love the sport of wrestling. Everybody has cauliflower ears, so it's a great place. And yeah. Thanks so much. Я вот Адаму говорил, я сегодня для вас заказал, я видел влог в Ташкенте, то, что в старом городе снимали. Да, еда бомба. Еда бомба вообще. Конечно, здесь копия, не оригинал, но все равно. В тесноте да в небобеде. Вот, в натуре полтора этого занял. Полторы места. Нормально же сидим. Ты как вчера долетел? Тебе же удобно, я же мягкий все равно. Да, ты как вчера долетел? Очень круто. Посередине не было никого. Да? Вообще с Элвисом играли в шашки, там что-то шахмат. А мог бы со мной... А мы отсюда на джете, да, улетим нормально? Говорит друг, который... Не, отсюда ты на этом, на экономии. Ты на экономии. Все, брат. Добро. Да, вот тут Elite Energy пьют. Я вообще... What's up? I woke up like do something, look something like on shit. Nice music, bro! Bring yes to naysayers. I rock the Southwest till they make craters. And everything the heart like I take bays. And me on me, I shoot straight and they straight chasing. Never see me make it. Пускай тебе пробьет. Put me out, no sway later. When it all start to piece together. If it's my team, we forever keep it like that. The motivation is simply up in the price tag. And then no liaison, only inspiration. Time to get right back. I need a nice snack. I got a couple miles. Друзья, пресс-конференция завершилась. И вот мы с Элвисом приехали в ресторан потрапезничать. Да? Потрапезничать как бы. Я на диете. Я, кстати, на диете уже. С сегодняшнего дня я на диете. Что ты заказал? Бронзина. Что это? Рыба? Рыба, да. Рыба, пожалуйста. Ну, это бронзина, это рыба, да? Название рыбы, да? У меня тоже рыба. У меня сальмон with coconut rice. Вот так вот. Давайте оценку дам от 1 до 10, пожалуйста. Вот так вот беру. Ну, выглядит неплохо. Да? Рыба 10 из 10 штук. Реально? Да, реально вкусно. Это 10 из 10 реально. Как называется это место? Как сказать? При отеле, ресторан, я не знаю. При отеле, ресторан Лоевис Отель. Да. Все сюда. 10 из 10 очень вкусное блюдо. Ну что, брат, как настрой? Как себя чувствуешь? Расскажи мне. Настрой всегда боевой. Будем на 100% вылаживаться, вот и все. Весь план. Хочешь поезд в СНГ, да, привезти, чтобы первый был? Первым делом поезд хочу в СНГ. Мне этого пока хватает. Арман UFC хочет поезд. Че, ты всех мучаешь, да, вопросами? Брат, ну, конечно, всех класс спортсменов снимаю. Надо готовиться. Брат, удачи тебе. Спасибо. Будем болеть. Красавчик, Александр. Давайте, пацаны. Кота. Бомбочка. Пабло, легендочка. Пару слов до наших братьев-аварцев. Всем общий салам. Находимся в Филадельфии, в очень крутом городе с историей. И сами маленькую историю творим. Пуча. Помните Пуча, вот, когда он забрал тейкдауном
У Джорджа Пулоса. Конечно. Да, он все понимает, что ты переводишь. Все понимает. Он легендочка, старший наш братик. Пару слов скажи. Пару слов. My Russian brothers and sisters. Мираб вовсю, серьезно прям готовится. Это вот, кстати, когда нету спарринг-партнера. This guy, Armenian gangster in Los Angeles, huh? Miami. Miami, sorry. No, there's something wrong with you. See, you said I look good, confident, I talk good, but sometimes I forget things. Too many punch in my face. Maybe. You need some meditation, brother, something for clean, you know? I mean, it's a truth No, I because need more fights. Спроси Yeah. какие-то заготовки, план на завтра. I always keep it simple, you know. Always I do my best, you know. I'm just gonna go and have fun. You know, when they give me this fight, I was not focused too much wrestling because I'm an MMA fighter. I'm more focused for MMA. Like my goal is to fight and take my belt back. But like tomorrow wrestling is good. I will do my best. But if I don't win, then it's wrestling. And then no, you're in for sure, brother. my guy. Сейчас. How? Скажи, вот если он победит, не будет ли интересно, потому что Раф сильно развивается, допустим, побороться здесь с Умаром? No, that doesn't make sense because I'm an interesting fight. Like against, also UFC has a rules. How they told me, UFC fighter against UFC fighter. Okay. They can. That's what Danny Ruby said, my manager. They said. So and then I don't think UFC will let us fight. But anyway, I don't like this guy because he disrespect me, and I don't wanna. Wrestling match for him. Like Henry, I tell you, like this is my choice. It's my job is the fight. Whoever UFC give me, I will fight. If UFC give me him, I will fight. But wrestling is just for fun. For fun, I will never do fun matchup for against this guy. You know, because it's not fun for me. It's really he disrespect me a couple times in Twitter. He say. He don't did this, but his responsibility if his people do this, you know. So it's okay. А кто вот был бы интересен вот сейчас из бойцов UFC, которые вот выступают? Вот интересно было бы посмотреть в Рафе. I don't know, to be honest, I don't know. I'm a judo guy, you know. I'm judo, sambo, and now MMA wrestler. You know, I'm not like this. Like I'm just focused MMA, and I don't watch like wrestling. But I guess now Arab doing good. Either UFC guys, influencer guys, Olympic silver, Olympic gold, and like this guy. So it's smart because maybe you can be very good, but if you don't have a name or if you don't entertain people, unfortunately. Not interesting. Yes. Хамзат Чимаев добавил бы вот интерес. Hamza Chimaev, very interesting. Yeah, he will kill everybody, bro. I don't think he can wrestle against him. Yeah. Еще вот вопрос. Очень сильно спорт в Грузии поднялся, футбол, ММА, очень много представителей стало из Грузии, ну резко. И вот если оценивать сейчас, в данное время, кто самый популярный спортсмен из Грузии? Khvicha Kvaratskhelia is the of course. Like Круче даже Топури. You think it's more famous, like more popular in Georgia? Yeah, that's a good question. I mean, I don't know. I think 50-50. No, it's 50-50, I think, because but they both now like one or two. I don't know who's Khvicha and Ilya, of course. Khvicha Kvaratskhelia or Ilya. А если взять за всю историю, вот за всю историю спорта Грузии? Levant Tediashvili, I think. He was like many times world champion, freestyle wrestler. He was winning only 3 losses. He was like old wrestler. He died unfortunately. Yeah, but who's most popular athlete in Armenia Right now? Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, of course. He's in the world like most popular. Like I mean not most, but like he's like in fighting at this moment, especially how good he's doing like social media and his like tournaments like wrestling. Мираб, вообще
возможно ли такое, что вот в будущем ты мог бы поехать в Дагестан, потренироваться, ну, просто вот обменяться опытом с ребятами? Yeah, absolutely. I would love to go to Dagestan and training with good wrestlers or good MMA fighters, and yeah, Dagestan is very good place to martial arts, and it has a big history. You know, like before MMA, they had Sanda. Always they had freestyle wrestling, and they had also combat sambo. Combat sambo, they just start in Georgia, but it never been before combat. It was only wrestling sambo in Georgia. So I don't think even the Armenia has combat sambo. I don't think. Yeah. But in Dagestan, they like even Abdul Malak doing it. Yeah, Abdul. And then so like Dagestan has a big history, and of course it's a great country to build wrestling or martial arts in Dagestan, of course. Ну, я надеюсь, что вот бойцы UFC, да, вообще спорта там с Грузии намного ближе станут, там, с бойцами из Дагестана, вообще с России и с Арменией уже и так. В скором будущем, надеюсь, это так и будет. And then I think we're good. I mean, I don't have no problem with Dagestan fighters, except one guy. I just don't like Umar. I always been respectful to every Dagestani fighter because they're all hard workers. And Armenia, Georgia, even Chechnya, Dagestan, we are friends. And we are. Ну, мы все рядом там. Yeah. Все рядом. Say all together. It's in one region. You know? Yes, and especially athletes. You know, we are hard worker people, and we don't have nothing against each other, and we just compete for to be best at the sport, and then to represent our country. It's a healthy competition, you know, to fit our family and to be the best. And then, but personally, sometimes we say things, whatever. I mean, depends if you sometimes conflict happen in family and brothers, and you know, it's but generally, you know, it's all good. Все, спасибо большое. Спасибо. Thank you so much. Доброе утро, друзья. Новый день, новые эмоции и новые съемки. На часах 7 утра. Честно говоря, я не могу никак акклиматизироваться, уже принять это время. Все никак не получается, бывает очень сложно. Сегодня день схваток, день борьбы. Арман будет бороться с Вираем Фейбером. И это 3-й влог, дамы и господа. Скажу честно, мы с моим монтажером вообще не спим. Монтажер, редактор, там у нас 3-4 человека, которые не спят, которые также адаптированы под мое время, я им отправляю, потом приходится вставать утром, это все смотреть, редактировать. В общем, мы командой не спим. А что мы просим сделать вас, друзья? Я напоминаю, подписка, лайк и комментарий, чтобы увидеть это видео, этот влог и дать рекомендацию для других зрителей, которые еще не видели это золото. Я в номере со свипом, к сожалению. Вообще не привык, когда со мной кто-то в номере. Ну и все-таки он этот номер и взял. И... В общем, ладно, друзья. Что, стартуем наш день. Приятного просмотра. Как настроение, брат? Пока не очень. Вот я вижу, я тебе ничего не говорю. Надо хоть воды попью потом. Взвешивание прошло, Арман. До схватки примерно 10 часов, да, где-то? Да, брат. Настроение прекрасное, все друзья рядом. Ты планируешь совершить какую-то покупку, эти деньги сразу потратить? Да, брат. Что-то приметил? Разные есть варианты. Сейчас в Майами поеду. Посмотрю. И что думаешь, что купить? Какие-то вот интересные роликсы я взял бы. Себе? Нет, на твоем месте. Какие-нибудь Дейджаз новые, знаешь. Я тебя понял. Да не, я просто озвучиваю. Что ты... Я твой намек понял. Не, ничего не надо мне. Я имею в виду, вот на тебе было бы красиво. Слушай, никто еще пока не знает, но наш влог выйдет после твоей схватки, когда уже будет анонс про Хамзата, да. Какие вообще впечатления? Что ты думаешь насчет его появления, Раф? Положительные. Захватит борцовский мир, и он уже захватил ММА мир. При этом, когда у него не будет боев, он будет активный и будет в форме.
всегда, то есть. Ну, слушай, UFC не будут ревновать? Ты, Хамзат. За счет меня нет, за счет Хамзата, да. А почему за счет тебя нет? Я вольная птица, брат. Да, Навальный сказал, ему нравится, он любит все, что делаешь. Ты так не думаешь? Пока титула не вижу я, титульного боя. Вот когда увижу, тогда... Они... А ты их, как думаешь, не раздражаешь вот этими схватками? Нет, я же у них разрешение прошу. Да? Если бы они не решали, я бы это не делал бы. Слушай, а ты не хочешь какие-то отчисления от проценты от организации получать? Потому что с твоим появлением, я как понимаю, растет и организация, и дорожает она. Конечно. Вот сейчас вот эту сходку проведем, и уже следующий контракт, нужно мне процент от компании. Ты уже обсуждал? Да. Они нормально отнеслись? Нормально, но пока процент не знаю сколько. Ну хотя бы, не знаю, 5, нет? Хотя бы 3. Дай бог. Друзья, сейчас пообщаемся с одним из боссов Рафа, это Чад, и хотелось бы взять у Чада сейчас громкое подписание. Наше видео уже выйдет после схватки сегодняшней. Пускай расскажешь по подписанию Хамзата, как это вообще получилось у Раф и что они ждут от него. We're very excited about signing Chimaev. Sweep, we've been working with since the day he started this league, and he was able to bring Arman into the league, and now bringing Chimaev into the league, and Pat Downey. He's the biggest name in the UFC. Also has a great wrestling background, and so I think it's going to be incredible for our international exposure and showcasing wrestling. А есть предположительно уже мысли, с кем он будет бороться? I mean, Kyle Snyder called him out. Bo Nichols called him out before. There's a lot of people we're working on that right now. Who he can wrestle. Kobe Covington was another one that's called him out. But I think Chimaev's a great wrestler, and there's a lot of opportunities for him to wrestle a multitude of different opponents. Я знаю, что я вчера, когда спрашивал у Мираба, готов ли он схватку провести с Умаром, он сказал, я не против, но просто нам UFC не дает возможность драться между собой. Это правда? И как-то бороться они будут с этим? Yeah, we work pretty closely with the UFC, have a good relationship, so we try not to make the matches that they're gonna make. So we'll figure it out. Who's gonna wrestle who? But it's definitely a good opportunity, a good matchup. But there's so many matchups to make that we're not limited by the UFC's matchups with what they make, because we have all these opportunities to make our own matchups. Какие еще подписания примерно они планируют там? Просто я помню, были слухи Заурбек Сидаков, Разнабек Джамалов. Реально ли это? I think, right now we were able to sign, obviously, Sadulayev. We have a person that we work with named Elder Khan, who's working with a lot of the athletes. He's the one who brought in Tazadinov. He's obviously our Bahrainian heavyweight that's here as well. We always have 2 international wrestlers on every card, so we want the best wrestlers in the world. So I think every Olympian and every wrestler wants to be a part of RAF. So we're going to continue to sign gold medalists like hopefully Sidakov and others. Все хотят увидеть, как высококлассный борец ММА хотел бы провести свою схватку с высококлассным борцом олимпийского стиля. We aren't our RAF's wrestling, so we're not going to get into the MMA, have a fight, a wrestler and a fighter in our league. We want to keep it straight, high-level freestyle wrestling. No, he means like MMA wrestlers who like the best. Maybe wrestlers in MMA. Hamza Chimaev, Kyle Snyder. That's the matchup we want to see. So I don't know if you. Yesterday, Kyle Snyder was asked a question on MMA Junkie. Who does he want to wrestle? And he has a lot of respect for Chimaev, and I think that's a great matchup that we can make. Какие у них отношения с Россией? Планируют ли они выходить на этот рынок, показывать свои права? We have a great relationship with Russian athletes. We haven't been in Russia yet, but we always, we've had a lot of and continue to want to work with Russian wrestlers. Obviously, there's a league there called PWL, and so if they're not signed with PWL, then we can work with different Russian wrestlers. Не планируют ли они личные противостояния ММА-бойцов из разных организаций, которые, организации не могут им сделать бой в своих организациях, делать им бой по схватке в РАФе? Переносить личные неприятия в свою организацию РАФ и делать им схватки? We'll give people opportunity if they have a wrestling background. When we started this, the thesis was that if you wanted to wrestle professionally, you couldn't do that because there was no league.
So if you are in MMA, because you didn't have that opportunity, we'll obviously work with you and have you have the opportunity to wrestle in our league. Also, back to Russia, I think that we thought about maybe having an event in Dagestan. О, nice. Я так понимаю, у них же только борьба без элементов каких-то. Only freestyle wrestling right now. Нету ли мысли для разнообразия какие-то промежуточные бои добавить удары по корпусу? No body shots. It's going to stick with wrestling, but there is a plan. There's always a plan to do cross promotion, maybe with jiu-jitsu and other things. But right now, we're growing so fast, and it's in wrestling. So we want to stick to what we know and what we're doing. Просто я почему спросил, очень сильный интерес Рафу добавил момент, когда Арман с локтя ударил в конце Джорджа Пулоса. So that Arman chose, that's something that we could control, but Arman waited to the whistle and he wrestled the whole time. And Arman's showcasing some pretty damn good wrestling in our league. So that was a fluke, but we're still focused on making sure that when you come onto that mat, you're there to wrestle. Back on deck on my fly shit. Really on my shit. Pay some respect to my mindset. Друзья, со Стрипом решили выйти, сделать немножко шопинга. И сейчас это будем делать. Думайте, друзья, только черные, не серые, а черные мне надо взять. У меня вот такие же были в предыдущих влогах, если вы видели в Ташкенте. Но их Азамбек Джамалов у меня забрал. Сложно отказать Олег Чемпиону. Yeah, this good? This good? Me. So I have them. It's a weird fit. I got them for the nostalgia because Dennis Rodman had one. I think they do. Да, нашел кого-то, я тоже спрашиваю, очки видели вообще? Чуть знаете, конечно, нотки нефорства здесь присутствуют, но куда мы без этого, да? Нормально? Is good? Yeah? Нашли что-то взять из, так сказать, обуви. Трэвисы Скотты. Ну, таких зеленых я не видел, конечно. Да, it's okay, it's good. Yeah, it's good. Ну, нормально, ладно. Что, я его обижать буду, что ли? Нормально. Приехали в Чизстейк. Смотрите, что я увидел. Вая, это что такое? Хаслер голодный. Что за голод? Я в натуре голодный уже. Или чизстейк, типа, да? Будем заказывать. Говорят, вкусно. Брат, еще надо с собой, ты же знаешь, много армада. Да, армада сейчас. Сколько, штук 30? Да. Вот, пожалуйста, меню вам. Пойдем посмотрим, что есть. Блин, крутая движуха. Это вот до турнира вот так вот все собираются. Мерч, кепки и все остальное. Вот такая вот очередь. What do you think about Hamzat Chimaev competing in RAF here? Oh, that would be really fire. I would love that. That would be good. We're going to the Newark card. Who against? Who against? That's what I was going to say. Who against, though? I have no clue. Snyder? Tell me. Okay. Snyder? Wow, it will be the big fight. That would be big. That would be big. That would be a great fight to come watch. Great. Enjoy this evening, guys. Thank you so much. Thank you. Have a good one. All right? Thank you. Thank you. Арман Жак, как он скрывается за кепкой и очками. Ты не отвечаешь ничего. Брат, ты мне не отвечал, я тебя спрашивал, где ты? Я тебе звонил. Реально? Конечно. Брат, ты приехал поддержку сделать. Когда нужно было поддержку, тебя не было, понимаешь? С отеля вышли, брат, черные там напали на... Ты вот без шуток говоришь? Да, спроси его, Элвиса. Ты ничего не сделал никому? Вот палец сломал. Как напали? А? Как напали? Как получилось? Ну не напали, бро, фото-мото, я говорю, что ты дергаешь, говорю. Он говорит, что ты дергаешь, и пошло-поехало. Охренеть, ты вот без шуток, реально? Да, брат, давай палец. Офигеть, братский, извини, я просто футболки покупал. Если бы я... Я сейчас Хамзату наберу, ты футболки покупал. Брат, если бы я там был, нас бы закрыли. Нас бы закрыли все. Хамзат тебя отправил, помогает, представитель. Представитель за Хамзата.
Арман, вот ты реально осторожно, брат. Какие драки черные, блин. А? Я причем заварушка пошла. Офигеть. Короче, у Мираба соперник слетел. Мы сейчас хотим ему бабки предложить, чтобы он согласился. Да, надо, чтобы он согласился. 2 схватки. Я ему хочу вот $10 тысяч наличкой сейчас предложить. Если согласишься, я даю, брат, просто сразу. Давай, даешь. Реально, у меня с собой я взял. Все, дай его. Я его сейчас увижу, да, подойду к нему. Вот он слева, что увидишь? You will not fight today. No, Henry had the leg. No, I can. Yes, but. Молодец, не отказывай никому. Просто красавчик. Арман, можешь договориться пока здесь? Мираб, можешь договориться? Рестлер, Арман. Шоу. Слышишь? Можно говорить, me wrestling you? Брат. 10K. Рестлер, Арман, please. $1 wrestling you. He's showing, man. Брат, большой, говорит. Деньги разные, большой, говорит. Блин, я попытался, брат. Я все, что делаю. Дамы и господа, пожалуйста. Арена, где сегодня пройдет турнир. Говорят, будет sold out. Выглядит классно, на самом деле. Мне нравится. Все готовятся к организации. Все готово. Не, ну в России, честно скажу, я был на разных турнирах, там БЖЖ и так далее. Ну, в Москве я такого не видел. I'm still. Вот тоже персональные болельщики. Они забыли, что я сегодня не борюсь. Показываю проход. Все как в фильмах. Сегодня будет то, чего многие не ожидали. Возможно, сегодня будет фиаско, и он возьмет его на себя и протащит через весь ковер и кинет в руководство РАФ. Грузинский боец, кстати, выиграл. Дамы и господа, поздравляем. Can do a lot for this wrestling and help a lot. Hey, coach, if I could just ask one question. Ladies and gentlemen, this is real American freestyle. The top subscription driver on the platform. This did. Что ты снимаешь? Как ты? Ты взял все заготовки наши, взял, выставил. Я же тебе сказал, не выставляй. А что я выставил? То, что свираем? Да. Но это разве что. А что здесь? Это берешь мои. Не, подожди, тебе даже как бы для тебя что-то сложность? Если он даже будет знать про это, вызовет. А если я бы тебе секреты рассказал, ты тоже выставил? Нет, ты если сказал бы, это секрет, понятно. Хорошо. Че, поел ты без меня, да? Да, чистейка очень вкусно. Ну, тебе видно. Я с собой взял 8 штук, если что. После победы снимем с тобой нормально рилс. Когда не делаешь? Вот это время что делать, Арман? Вот когда, знаешь, типа час надо ждать, вот ты разделал рилс. О чем думаешь вообще? Кушай, вот это спит, вот видишь, спал. Я очень четко, кстати, вот я завидую таким людям. Просто уснул, проснулся. На нервной почте засыпает. А, реально, да. Кто нервничает, в сон клонит. Блин, бедолага. Не, ну может не в сон, может у него психика очень спокойная. Там есть два фактора. Когда ты можешь сильно переживать, тебя рубит сон. Есть второй фактор, что тебе вообще без разницы. Можешь поспать, можешь встать. Тоже верно. Когда переживаешь, невозможно же уснуть, наоборот.
Типа, знаешь, когда о чем ты думаешь, Да. Но переживаешь. есть люди, которые при стрессе в своем клубе, есть люди, которые при стрессе начинают есть. Да. Ты, по-моему, стрессуешь жестко, брат. Вся жизнь у тебя стресс. Фу, ты? Очки бомбодил, брат. Он с кино вышел 3D до сих пор носит. Брат, фильм закончился уже, может снять. У вас с этим с Херманом получилось шоу или это по-настоящему понравилось? С этим не по-настоящему. Он уже бил всю дорогу. Бил. Я ждал, пока это свисток. Я по-любому должен был что-то сделать. Но у меня башка уже трещала. Как тебе его косички? А? Косички как тебе? Подготовился? Готовился, хорошо. Он что, напугать хочет тебя? Интересно. Кайл и его соперник на одних матах тренируются, пожалуйста. I was born for it, I was made for it. Working before I was paid for it. Ain't no finish line, I'm trying to race to it. I'ma bring this shit after the tape torn. Can't be easing up, I keep the speed. I need that paper busting out the ring. I don't just love it, nigga, I'm a fiend. That's why I'm never running out of steam. And yeah, I'm the pastor, but I'm a heathen. I gotta get it beat. Some bereavement, we ain't just in the league, we the legion. Брат, как самочувствие? Нормально? Готовы, да. Что слушаешь перед боем? Я чисто такие песни всегда слушал уже лет 5 перед соревнованием. Победа, ждем победы, ярко. Спасибо. Расскажи, как победили? Да, очень быстро, 10-0 быстро сделали, все. Хорошо, никто даже не сомневался, знаешь. С победой. Никто даже не сомневался. Красавчик. That's why there are no wolves in the circus. And when the time comes, I'm coming. Сына, если честно. Нельзя все-таки детей брать на такие мероприятия, знаете. 6-0, дамы и господа, 6-0. Your next mate is in a real American freestyle middleweight division. Сейчас выходит наша звездочка. Ой-ой-ой. His opponent across the mat. Друзья, 8-0. Все уверенно.
Смотрим дальше. Наш старый друг на месте. Не рассчитали, не рассчитали. Вертолет просит, вертолет, друзья. Он его хочет поднять, я вам говорю, он его хочет просто поднять. Он его хочет поднять. Вот и все. Старший брат! Легендочка! Что скажешь вообще? Вот вчера тебе со своим спарринг-партнером сложнее было, чем сегодня вот в этом? Да, конечно. У меня спарринг-партнер призер Вот я и говорю. Европы. Нет такого ощущения, что вот очень крутая тренировка перед большой аудиторией? Да, ну это шоу чисто дело. Чисто Очень шоу. крутое шоу, реально. Вот так старый, крепкий, ну не технично, но крепкий. Да, да. Ну да, было... Вот так выступать в его возрасте, брат. Коробка, да, такая? Ну, по нему видно, что Брат, 47 лет человек. красавчик мне вышел нормально. Не, нормально. Ну, свои 30 так не выглядел. Уважение, что приехал вообще. Да, я ему в конце говорю, кинь меня на 4 балла. Не обиду не держи. Красавчик, красавчик. И что дальше? Дальше. Этим Майами. Дальше больше. А там уже по секрету продвигаться. Ну мы тебя потом в LA ждем, правильно? Oi! Yeah, take a shower very quick. Yeah. They're literally going up there right now. Yeah. One sec. Very quick. I challenge Arman. First takedown. Then I get tired. I get really tired. Don't stop, please. All right? Don't stop. And what was the night just like for you, because match started a little slow, you started to wear him down. Yeah, absolutely. I mean, the crowd was insane. I was telling Chad, this is one of the most. Every competition you get experience something, like you learn something new about your body, you go there. Арманжан, что, день прошел, утро после твоей схватки, как самочувствие? Все как планировал, получилось? Да, самочувствие шикарное. Ничего не болит, самое главное. Да. Все как планировали, так и прошло. Никто не травмировался. Это очень важный момент, потому что у нас был элемент с WWE, с американского рестлинга. Да. На этот момент, вот, знаешь, как бы, до боя мы с машине обсуждали. Но не совсем получилось так, как мы хотели. И как будто и даже не планировалось так, чтобы это и было. Чуть как будто бы, не туда повернул. Почему? Почти то же самое и планировали. Да? Почти то же самое. Чуть-чуть как будто было травмоопасно. Мне вот это да, улетели жестко. Я офигел. Я тогда увидел это вживую и вообще, что происходит. А я когда летел себе, думал, нормальная здесь высота. Нормальная высота. Да, нормально, старый встал. Хорошо, что ты встал и вышел на ринг, сразу успокоил всех. Сразу все такие, типа. Да, видишь, элемент шоу как должен был быть. Юрай ничего не говорил тебе потом? Он сказал, что я spoiled kid. Это что? Типа... На русском, извини. На русском это типа...
Это... Типа, у кого Безумец, много денег. молодой безумец. Да, типа мажор. Да. Мажик. Молодой мажор. Какие дальше планы? Раф, схватка прошла. Я просто не буду прям прицеливаться к этой схватке. Много вопросов, потому что у тебя каждую неделю какая-то схватка происходит. Да, сейчас я вылетаю в Майами на один день. Да, ты там подкаст говорил. У меня там подкаст, и из подкаста Патрик Бет-Дэвид. Окей. Вот. И после него я сразу вылетаю обратно в Лос-Анджелес, так как нужно помочь Хамзату, быть с ним рядом. Все, наконец-то. Да. Но я тебя там очень ждать буду. Вот, у Хамзата предстоит очень хороший бой, очень важный бой в его карьере. Защитить титул, и все мы помогаем, чем можем. Мы уверены, что он защитит и заберет и второй, и третий пояс. А вот тебе как хотелось бы, чтобы он защитил пояс примерно? Я там Хамзат спрашивал, в каком раунде? Или не будем? Хочется в первом раунде. Да. Я не хочу нервничать. Не хочу. Отпустит его он с удушающим? Хамзат? Да. Отпустит. Когда тот постучит, отпустит. Да. Вот. Ну, мы же не знаем. Я тоже много что говорю, что я сделаю так, а в бою все по-другому. Ну да, другие эмоции просто. Если не отпустит. Шон Стрикланд вот сегодня, кстати, выложил сторис фотки с Ньюпорт-Бич. И потом видео выложил. Сзади у него автоматы, пистолеты были. Да. И он такой, типа, я был в Ньюпорт-Бич в 10 минутах от дома. Меня даже никто не встретил. Ну, такой, знаешь, типа. Трэш-ток. Да. Ну, смешно было, что у него сзади автоматы и пистолеты. Ну, а кто его встретил? Да, кому он и нужен. Нет такого? Да, до боя. Вообще точно не нужен. В бою определиться, кто сильнее, и все. И на этом закроется точка. Если бы хотели бы решить по уличному, давно бы уже решили. Стоит задача только в спортивном плане. Потому что с такими людьми, как он, на улице не решается вопрос. Если бы он был бы где-то в России, и понимал бы наши понятия, наши обычаи, он бы такого не делал. Хайпует, раскручивает бой, пускай делает свою работу. Нам бы в плюс, да? Нам это все в плюс. Что бы он ни говорил, все в плюс. Конечно, перебарщивает, иногда он перебарщивает, но за счет этого он не дерется за титул. Все ждут вот пресс-конференцию, Арман. Говорят, вау, пресс-конференция, очень много охраны. Ты чего ждешь от этой пресс-конференции? Мясорубки. Реально? Да не, если честно, не жду пресс-конференции, я жду просто боя, хорошего боя, и прокручиваю в голове, как Хамзат защищает свой титул и спокойно уходит. Не хотелось бы, чтобы он нервничал. Раф анонсировал, что Хамзат теперь, как и ты, в Рафе теперь. Что ты скажешь на этот счет? Потому что я сегодня видел интервью Даны Вайта, где ему задали вопрос, спросили про это. Он прям переспрашивал, что, куда, и было видно, что он в недоумении немножко. Ну, нам не запрещается бороться именно по вольной борьбе. И я думаю, что даже для UFC это хорошо, что мы боремся. Это только в плюс, ты думаешь? Я думаю, что в плюс, потому что мы активные, мы в медиапространстве. Для некоторых бойцов, конечно, это минус. Я думаю, для Хамзата, для них это минус. Для меня нормально, потому что я только раскручиваю свою медийку, я еще не чемпион. В этом плане, да. А для Хамзата, мне кажется, конечно, суперзвезда UFC, какая разница, если они разрешают, и Хамзат этого хочет. Нет. Как будто бы они ужесточат вот этот пункт, я не знаю, регламент, что могут бойцы UFC где-то бороться. Или будет бунт со стороны бойцов, зачем ущемлять наши права? Не, я не думаю, что будут они ущемлять, так как если у тебя нету боя, у тебя не подписан контракт, ты можешь бороться. Но когда у тебя есть контракт, у тебя есть бой, ты не имеешь права за 8 недель бороться. Все просто и легко. Окей, а у тебя какие вот планы сейчас? Вот ты в Майами полетишь, потом я в Майами, у тебя Хамзата бой, ты поможешь Хамзату, потом Давид Магомедян на Netflix, правильно? Да, сначала Хамзат, потом Давид на 16-го дерется. Потом, если 30-го АФ предложит мне побороться с Колби Ковингтоном, я думаю, что это был бы большой... 30 мая? Да, это большой. Что, не уезжать, что ли, столько времени? Я не понимаю, что происходит? Ну да. Колби Ковингтон, я думаю, что хорошая схватка будет, такая медийная, потому что он насчет там лик, грязь, я там тоже не останусь в стороне. А там еще и заготовочек много-то будет, вот это уже. Вот, заготовки какие-нибудь интересные.
И после этого уже Белый дом. Буду ждать Белый дом, как подерется Тапуря и... Ты будешь страховать? Я буду страховать, да. Отлично. Если, уже буду на диете с мая месяца. Если мало ли кто-то что-то травмируется, или там за неделю, за две, я залечу. Хорошо, в этой страховке очень, конечно, жестко, но просто представим ситуацию. Кого бы ты хотел заменить, и вот чтобы кто-то вот слетел, и ты вышел вместо него? Ну, Гейджи хотел, чтобы слетел. Да. Гейдж слетел, я с Тапуря подрался, забрал пояс и выкинул его из UFC. Это моя цель. Это было бы очень красиво, слушай, если бы ты и РАФ провел бы, и Белый дом, и потом сразу еще какой-то РАФ. Вот не останавливаться. Перед Белым домом еще 30-го, перед Белым домом за день, за два. Потом в день, потом забрать титул в Белом доме, и потом потом уже все, Мне кажется, надо уже на длительный отдых потом, просто жить, учить. Да не, брат, ты что, только начинаем. Но ты так думаешь, со стороны уже ты суперзвезда, ты просто не замечаешь. Не, брат. Я тебе уверяю, ты просто уже... Остановлюсь, когда у меня будет титул UFC и защищен минимум 5 раз. Окей, это ждем. Да. Это будет скоро. И буду раскачивать себя максимально. Самолет надо купить, брат, самолет. Реально есть такая цель? Да. Я думаю, что летом, к концу лета куплю, если я... Но тебе как будто необходим с твоим вот ритмом. Да, если я сейчас титул выиграю в июне или в июле, то в августе я куплю себе самолет. Нет, может быть, на день рождения себе, 11 октября. Вау. Да, я на 30 лет себе хотел Кулинен купить. Но теперь... Когда мне было 20. Да. Или 19, я вот так думал. Теперь у меня цель купить самолет. Интересно. Ну, как будто ты выполним с таким ритмом все. Ну да. Посмотрим. Дай В бог. Америке все возможно. Да? Дай бог. Страна возможностей. Слушай, я еще вот хотел спросить, не интересно ли именно в профессиональных каких-то лигах или чемпионатах по борьбе поучаствовать? Потому что мне вот написал Зелимхан Гусейнов, тренер сборной, и он такой: Адам, вот с его уровнем борьбы он свободно может чемпионом мира стать. Мне интересно, так как там нет денег. Да, вот я ему это и ответил, кстати. Там нет денег, там нет медики, там нет... И максимальная конкуренция. Ты можешь выйти и в первом кругу проиграть любому. И тебе нужно... Я не просто хочу туда поехать, я хочу поехать хотя бы медаль взять. А для того, чтобы медаль взять на мире, тебе надо отдать год. Я понял. Именно борьбе. А у меня цели другие, у меня другая медаль. Видишь свою схватку с олимпийским чемпионом, брат? Мою схватку с бывшим олимпийским чемпионом, да, которому уже лет под 40, так. Это кто может быть? С Бароузом. Бароузом? Да. Вот с Бароузом я хочу сделать схватку. Это было бы очень интересно. Да, но надо чуть еще подождать. Думаю, к концу года. Чтобы он еще постарел? Чтобы я поднабрал борьбу. Чтобы борьбу поднабрал, ковер почувствовал. Да. Ну ты и так чувствуешь, Арман, ты вот реально уже свой. Вот тебя борцовская аудитория очень сильно воспринимает по-своему, и ММА аудитория у тебя сильно воспринимает. И стримерская аудитория теперь уже есть своя. Стримерская. Еще вот скоро стримить начнем. Вообще супер. После UFC. Вообще супер. Да. Будешь на свою жизнь стримить? Или как играешь? Ну вот это то, что я делаю. Отлично. Напишешь мне, если что. Да не, все буду делать. Тренировки, лайфстайл, типа, хожу, брожу, куда езжу, где отдыхаю, разные места. Что бы ты хотел фанатам сказать в заключении нашей вот поездки, всей вот этой увлекательной, которые болели за тебя, очень сильно переживали, мне писали многие, просили передать. Скажи Арману, мы за тебя, Кира, Владимир, Ереван, Москва. Хотел бы поблагодарить каждого, кто за меня болеет, переживает. Россия, Армения, СНГ. Всем большое спасибо. Я чувствую вашу поддержку. Вместе мы сила, и вместе мы заберем UFC титул.